Теперь свяжем с вами ручку для нашей игрушки. Как вы видите, мизинчик меньше, чем 2 пальца. Большой палец и мизинчик будут вязаться по одной схеме, указательный и средний палец по другой. Отличаться будет только количеством рядов во второй части пальца. Давайте начнем. Так, свяжем мизинчик и большой палец. Одна деталька у меня готова, вторую свяжем вместе. Делаем кольцо амигуруми, закрепляем нить и провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем кольцо, ставим маркер на начало ряда. Второй ряд провязываем 1 столбик и прибавку 3 раза. Должно получиться 9 столбиков по кругу. Столбик, прибавка. Столбик, прибавка. И последний раз столбик, прибавка. С 3 по 5 ряд включительно вяжем по 9 столбиков в каждом ряду. 3 ряда провязываем самостоятельно. 6-й ряд провязываем столбик и убавку 3 раза. Должно получиться 6 столбиков по кругу. 1 столбик, убавка. Продолжаем вязать до конца ряда самостоятельно. 7-й ряд вяжем 1 столбик, прибавку 3 раза. Должно получиться 9 столбиков. 1 столбик, в следующую петлю провязываем прибавку. Продолжаем вязать самостоятельно. 8 и 9 ряды вяжем по 9 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно. В конце нить закрепляем, отрезаем. Пальчик наполняем холофайбером. Так, готов пальчик. Нам еще нужно связать указательный и средний палец. Вяжутся они так же, как эти пальчики, только заканчиваются не на 9 ряду, а на 11. Вы можете связать их самостоятельно. На одном пальце нить не отрезаем, оставляем. Я связала средний пальчик. Сейчас мы с вами свяжем указательный. Они одинаковые со средним. Делаем кольцо амигуруми. Закрепляем нить и провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем колечко, ставим маркер. Второй ряд вяжем 1 столбик и прибавку 3 раза. Столбик. Следующую петлю провязываем прибавку. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. С 3 по 5 ряд включительно вяжем по 9 столбиков в каждом. Провязываем 3 ряда самостоятельно. Шестой ряд провязываем столбик и убавку 3 раза.
должно получиться 6 столбиков. 1, убавка, 1 столбик, убавка, и последний раз 1 столбик, убавка. Седьмой ряд вяжем 1 столбик, прибавку 3 раза, 1 столбик, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. С 8 по 11 ряд включительно вяжем по 9 столбиков в каждом ряду и провязываем 4 ряда самостоятельно. Провязали до конца. Теперь наполняем пальчик холофайбером и продолжим с вами вязать дальше. Дальше берем средний палец и провязываем по нему 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Дальше берем мизинчик и провязываем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дальше нам нужно провязать по второму пальцу 5 столбиков, чтобы у нас не было зазора. Мы в петлю соединения, куда мы присоединяли пальчик, вводим крючок и вытаскиваем нить. Затем в первый столбик, который должен быть у нас провязан в числе 5. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Также вяжем по указательному пальцу, вводим крючок в петлю среднего пальца и в первую петлю, которая должна быть на указательном. Это считается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ставим маркер. У нас с вами сейчас по кругу 27 петель. Это был 12 ряд. 13 и 14 ряды провязываем по 27 столбиков. 2 ряда вяжем самостоятельно. В каждую петлю провязываем только 1 столбик без накида. Выполняем. 15 ряд вяжем 18 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Затем берем большой пальчик и присоединяем его 4 столбиками. Так, здесь мы закончили, отсчитываем 4 петли, 1, 2, 3, 4. В 4-ю вводим крючок, затем вводим крючок в петлю ладошки и провязываем 1 столбик, 2, 3, 4. Так, нам осталось провязать до конца ряда 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Левая ладошка вяжется немножко по-другому. В мастер-классе будет написано. Мы провязываем сначала 23 столбика, затем присоединяем большой палец за 4 столбика. И все. 16 ряд вяжем 18 столбиков. Самостоятельно провязываем. Так, провязали. Дальше 5 столбиков нужно провязать по большому пальцу. Берем, вводим крючок в петлю соединения и в первую петлю пальчика. Получается 1. Вяжем как убавку. 2, 3, 4, 5. Затем нужно провязать до конца ряда 5 столбиков без накида. Также, чтобы исключить зазоры, провязываем как убавку. 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас по кругу у нас с вами 28 столбиков без накида. Когда будете вязать левую руку, то вам нужно будет провязать 23 столбика, затем по большому пальцу провязать 5 столбиков, и тоже получится 28 столбиков без накида по кругу. 17 ряд вяжем 28 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно 1 ряд. 18 ряд вяжем 5 столбиков и убавку 4 раза. Должно получиться 24 столбика по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, убавка. Продолжаем вязать самостоятельно. 19 ряд вяжем 24 столбика без накида. Вяжем самостоятельно 1 ряд. 20 ряд вяжем 2 столбика и убавку 6 раз. Должно получиться 18 столбиков по кругу. 1, 2, убавка. Продолжаем вязать самостоятельно. 21 и 22 ряды провязываем по 18 столбиков без накида. 2 ряда вяжем самостоятельно. Провязали 22 ряд. Дальше наполняем ладошку холофайбером. 23 ряд провязываем 18 столбиков за задние стенки петли.
вяжем самостоятельно. В конце ряда нить меняем на бежевую, при этом белую не отрезаем, а выводим вперед вязание. Присоединили бежевую нить, белую нить вывели вперед. Я ее не отрезала, как вы видите. Дальше с 24 по 34 ряд включительно вяжем по 18 столбиков без накида. 11 рядов провязываем самостоятельно. Выполняем. 35 ряд вяжем 1 столбик и убавку. 6 раз должно получиться 12 столбиков по кругу. Столбик, убавка, столбик, убавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. Наполняем холофайбером, затем складываем пополам и провязываем 6 столбиков без накида за 2 петли и нить закрепляем, оставляем кончик для пришивания. Я закрепила нить, оставила кончик. Дальше возвращаемся к 23 ряду, где мы провязывали столбики за задние полупетли. Продеваем крючок за переднюю стенку петли и делаем 3 петли подъема. 1, 2, 3. Дальше следующую вяжем прибавку из столбиков с одним накидом. Дальше 8 раз провязываем столбик с одним накидом и прибавку из столбика с одним накидом. Провязали столбик с одним накидом, в следующую петлю провязываем прибавку. Снова столбик с одним накидом, прибавка из столбиков с одним накидом. Продолжаем вязать самостоятельно. Провязали до конца ряда. Дальше присоединяемся в третью петлю подъема, провязываем соединительный столбик, закрепляем нить, отрезаем и кончик прячем. Так, ручки готовы. Теперь берем сердце, приставляем ручки на уровне бровей примерно и пришиваем. Я пришила одну руку, симметрично ставим вторую ручку и пришиваем. Так, дальше. Так, присоединяемся к сердцу. Затем подхватываем столбик на руке. Столбик на сердце. И таким образом пришиваем руку до конца. Подхватываем последний столбик на руке и прикрепляем. Дальше, чтобы рука вот так вот не болталась, спускаемся на ряд ниже и вводим иглу под столбик, затем пропускаем ее через все петли сердца, выводим и подхватываем уже столбики на руке.
Закрепляем нить и прячем в сердце. Свяжем теперь для игрушки ножки и башмачок. Деталей должно быть 2. Один экземпляр у меня уже связан, второй свяжем вместе. Берем белую пряжу и набираем цепочку из 10 воздушных петель. Закрепили нить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Начинаем вязать по цепочке со второй петли от крючка. Провязываем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Последнюю петлю провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше начинаем вязать по обратной стороне цепочки. Провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в последнюю петлю провязываем прибавку. Ставим маркер на начало ряда. Второй ряд провязываем прибавку. Затем вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 прибавок. Первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка, четвертая прибавка, пятая прибавка, дальше вяжем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 2 прибавки. Первая прибавка, вторая прибавка, все, ряд окончен. Третий ряд вяжем 1 столбик, затем провязываем прибавку, 7 столбиков,
5 раз провязываем 1 столбик и прибавку. 1 столбик, прибавка. Раз. 1 столбик, прибавка. 2. 1 столбик, прибавка. 3. 1 столбик, прибавка. 4. 1 столбик, прибавка. 5. Дальше вяжем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь 2 раза провязываем 1 столбик и прибавку. 1 столбик, прибавка. 1 раз. 1 столбик, прибавка. 2 раз. Четвертый ряд вяжем 2 столбика и прибавку. 1, 2, прибавка. 3 столбика. 1, 2, 3, 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. Дальше 2 полустолбика и прибавка из полустолбиков вяжется 5 раз. 1 полустолбик, 2, прибавка из полустолбиков. 1 раз. 1 полустолбик, 2, прибавка. 2 раз. 1 полустолбик, 2, затем прибавка. Это 3-й раз. 1 полустолбик, 2, прибавка из полустолбиков. Это 4-й раз. 1 полустолбик, 2, прибавка. Это 5-й. Дальше вяжем 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. Затем 3 столбика. 1, 2, 3. Теперь 2 раза провязываем 2 столбика и прибавку из столбиков. 1 столбик без накида, 2 столбик, прибавка. Это 1 раз. 1 столбик, 2 и прибавка. У нас с вами сейчас по кругу 46 столбиков. С 5 по 8 ряд включительно вяжем по 46 столбиков в каждом ряду. 4 ряда выполняем самостоятельно. 9 ряд вяжем 2 столбика, затем провязываем убавку. Дальше 7 столбиков,
Затем 2 столбика и убавка 5 раз. 1, 2, убавка, 1 столбик, второй, убавка. Это второй раз, 1 столбик, второй, убавка. Это третий раз, 1 столбик, второй, убавка. Это четвертый и 1, 2, убавка. Это пятый раз. Дальше вяжем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 раза провязываем 2 столбика и убавку. 1, 2, убавка. 1, 2, убавка. Десятый ряд вяжем 1 столбик, убавку. Затем провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь провязываем 5 раз 1 столбик и убавку. 1 столбик, убавка. Раз. 1 столбик, убавка. 2. 1 столбик, убавка. 3. 1 столбик, убавка. 4. 1 столбик, убавка. 5. Дальше вяжем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь 2 раза провязываем 1 столбик и убавку. 1 столбик, убавка. 1 столбик, убавка. 11 ряд вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем вяжем 6 убавок. Одна убавка. Вторая убавка. Третья убавка. Четвертая убавка. Пятая убавка. Шестая убавка.
И нам осталось провязать до конца ряда 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 ряд вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 убавки, 1, 2, 3, и 10 столбиков до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Наполняем ножку холофайбером. 13 ряд вяжем 5 столбиков и убавку 3 раза. Должно получиться 18 столбиков по кругу. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше убавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. С 14 по 17 ряд включительно вяжем по 18 столбиков в каждом. В конце 4 ряда меняем нить на бежевую, белую нить выводим вперед. Выполняем самостоятельно. Сменили нить на бежевую. Теперь дальше вяжем 18 ряд. 18 столбиков провязываем за заднюю стенку петли. Выполняем самостоятельно. В этом нет ничего сложного. С 19 по 26 ряд вяжем по 18 столбиков. 8 рядов провязываем самостоятельно. 27 ряд провязываем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем вяжем 7 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И до конца ряда вяжем 3 столбика без накида. Аналогично провязываем 28 и 29 ряд. То есть вы вяжете 8 столбиков, 7 полустолбиков и 3 столбика без накида. Как закончите 29 ряд, заполните ножку холофайбером. С 30 по 34 ряд вяжем по 18 столбиков в каждом ряду. 5 рядов выполняем самостоятельно. Провязали 5 рядов, набили холофайбером.
35 ряд вяжем 1 столбик и убавку 6 раз. 1 столбик, убавка, 1 столбик, убавка. Продолжаем вязать самостоятельно. 36 ряд вяжем 6 убавок. Первая убавка, вторая убавка. Продолжаем вязать самостоятельно. Отрезаем нить, оставляем небольшой кончик, чтобы можно было стянуть отверстие. Вытянули нить, убираем маркер, берем иголочку. Так, и начинаем стягивать отверстие. Заводим иглу под петлю и выводим уже за столбиком. Снова через столбик вводим иглу и выводим через столбик. Так, стягиваем. Вот что у нас получилось. Дальше ниточку нужно закрепить. И спрятать внутри ножки. Лишнее отрезать. Так, дальше возвращаемся к белой нити. Так, возвращаемся к 18 ряду. Поднимаем стенку, переднюю стенку петли, подхватываем нить. Так, и получается у нас с вами петелька. Дальше вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В следующую петлю провязываем прибавку из столбиков с одним накидом. Дальше провязываем 8 раз комбинацию из столбика с одним накидом и прибавки из столбиков с одним накидом. Так, вяжем столбик с одним накидом. В следующую петлю провязываем прибавку. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. Провязали до конца. Затем вводим крючок в третью петлю подъема и провязываем соединительный столбик. Нить закрепляем, отрезаем, оставляем небольшой кончик, чтобы можно было спрятать ниточку. Вторая ножка готова. Убираем пока ее в сторону. Свяжем подошву ботиночка. Деталей должно быть 2. Для этого набираем цепочку из 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вязать по цепочке начинаем со второй петли. Провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Последнюю петлю провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Начинаем вязание по обратной стороне цепочки. Вяжем 7 столбиков.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в последнюю петлю провязываем прибавку. Ставим маркер на начало ряда. Второй ряд вяжем прибавку. Затем провязываем 7 столбиков. Пять прибавок. Семь столбиков. Две прибавки. Третий ряд вяжем 1 столбик, прибавку, затем провязываем 7 столбиков, затем 5 раз провязываем столбик и прибавку. Дальше вяжем 7 столбиков. Дальше 2 раза провязываем столбик и прибавку. Четвертый ряд вяжем 2 столбика, прибавка, 3 столбика, 4 полустолбика, дальше 5 раз провязываем комбинацию из 2 полустолбиков и прибавки из полустолбиков, 1 полустолбик, 2 полустолбик, прибавка из полустолбиков,
Это один раз. Два раза. Три раза. Четыре. Пять. Дальше вяжем самостоятельно 4 полустолбика. Дальше вяжем 3 столбика. И 2 раза провязываем 2 столбика и прибавку. Так, теперь вяжем соединительный столбик. Нить отрезаем, а кончик нити прячем. Берем кусочек простого картона, прикладываем стельку, обводим по контуру. Когда будете вырезать, то вырезайте чуть меньше. Так, я вырезала стельку. Теперь вяжем вторую подошву, но уже нить не отрезаем. Выполняем самостоятельно. Я провязала вторую деталь. Вот нить мы не обрезаем. Дальше берем первую деталь, которую мы связали, и начинаем их соединять вместе. Приложили друг друга изнанками вовнутрь. Дальше вводим крючок за заднюю полупетлю второй детали и за заднюю полупетлю первой. Провязываем столбик без накида. Вот таким образом соединяем. У вас должно по кругу получиться 46 столбиков без накида. В конце нить меняем на голубую. Выполняем самостоятельно. Я соединила на больше половины уже подошву. Сейчас нам нужно вложить стельку и продолжить обвязывать подошву до конца. Выполняем. Присоединили голубую нить. Черную можно отрезать, потом закрепить ее и спрятать. Черная пряжа нам больше не понадобится. Можно ее убрать. Дальше пятый ряд провязываем 46 столбиков без накида за заднюю стенку. Выполняем самостоятельно. Провязали 46 столбиков. Дальше вяжем соединительный столбик. И вяжем воздушную петлю. Дальше провязываем с 6 по 9 ряд включительно по кругу 46 столбиков без накида. 4 ряда провязываем самостоятельно уже по спирали. Провязали 4 ряда. Дальше выделяем средние 20 петель, находим серединку и отсчитываем влево и вправо по 10 петель, ставим маркеры. Выполняем самостоятельно. Я выделила средние 20 петель, обозначила их маркерами. Теперь вяжем до первого маркера 13 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Убираем первый маркер. Теперь будем вязать поворотными рядами. 9 ряд вяжем 10 убавок за задние полупетли. Так, одна убавка, вторая убавка, третья убавка, четвертая убавка, продолжаем вязать самостоятельно еще 6 убавок. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и вяжем 10 ряд 5 убавок. Одна убавка, вторая убавка. Продолжаем самостоятельно. Так, в конце делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Дальше делаем убавку из оставшихся петель. 1, 2, 3, 4, 5. У нас сейчас на крючке 6 петелек. Вот через них протягиваем нить. Так, и закрепляем. Воздушной петлей отрезаем нить, кончик прячем. Теперь свяжем с вами язычок кеда. Для этого вставляем крючок в петлю, где у нас был маркер, присоединяем голубую нить и провязываем столбики без накида. Воздушная петля. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Первый ряд язычка. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и вяжем 12 столбиков за задние полупетли. 1, 2, 3, 4. Продолжаем самостоятельно. Так, в конце делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и вяжем 12 столбиков, как обычно. 1, 2, 3. Продолжаем вязать самостоятельно. Так, в конце делаем петлю подъема, разворачиваем вязание, третий ряд, вяжем 12 столбиков за задние полупетли. 1, 2, 3. Продолжаем самостоятельно.
воздушная петля, разворачиваем вязание, 4-й ряд, петлю пропускаем и вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и провязываем убавку. Закрепляем нить, отрезаем, кончик прячем. Так, находим на нашем кедике первую полупетлю, которую видно на мыске. Так, крючок я не той стороной взяла. Присоединяем нить. И вяжем столбики без накида до первой полупетли с обратной стороны. Получилось 26 столбиков. В конце ряда делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание, дальше одну петлю пропускаем и вяжем в обратном направлении столбики без накида. В конце делаем убавку, то есть не довязывая до конца 2 петли. Выполняем. Довязали почти до конца, осталось 2 петли провязать как убавку. Делаем петлю подъема, второй ряд бортика, разворачиваем вязание, снова петлю пропускаем, вяжем во вторую, столбик без накида, также провязываем, в конце делаем убавку. Выполняем. 3-й и 4-й ряд вяжем без убавок, в конце ряда делаем воздушную петлю. Выполняем самостоятельно. Так, провязала я 2 ряда, закрепляем нить, отрезаем, кончик прячем. Ботиночек, кедик почти готов, осталось связать только шнурочки, точнее шнурок. Берем белую пряжу, оставляем кончик небольшой, чтобы потом можно было протянуть иголкой через петли обуви. Набираем цепочку из 70 воздушных петель. Вы можете использовать большее количество петель, потому что я 70 набирала и смогла завязать только вот на 2 узелка. Если вы хотите бантик, соответственно, набирайте чуть побольше. Набираем самостоятельно цепочку. Так, я связала шнурок, теперь заправляем его в стенки бортика. Можно с помощью иглы или крючка. Вытягиваем с обратной стороны. В принципе, все знают, как кеды шнуруются, я думаю. Дальше крючок вводим уже в петлю повыше и протягиваем шнурок в противоположную сторону. Также поступаем с другой частью шнурка. Вот что у меня получилось. Дальше кончики прячем в шнурке. Так, ножки с башмачками готовы.
Осталось их только присоединить. Присоединять ножки мы будем с помощью нитяного крепления, поэтому берем прочную нить и иглу. Так, я взяла длинную иглу. Дальше нитки типа ирис в 2 сложения. Затем намечаем примерное расположение ножек. Где-то на уровне губ, чуть ниже на ряд, наверное, 2. Вводим иглу с противоположной стороны. И выводим с обратной. Так, выводим. Оставляем кончик нити. Затем берем ножку. Вводим иглу в последнюю петлю половины ножки. Это где-то 3-й ряд. И выводим в середине 3-го ряда с противоположной стороны. Втягиваем. Снова вводим иглу сюда же и выводим уже в крайнюю петлю от начала ножки. Вводим вместо входа или выхода. И выводим с обратной стороны иглу. Так. Смотрим, что у нас получилось. Чуть подтягиваем. Дальше берем вторую ножку. Также вводим на уровне 3-го ряда. И выводим в середине. Вводим иглу сюда же. И выводим уже с краю передней части ноги. Так, вот что мне получилось. Затягиваем хорошо ножки. Так, завязываем на узел. Хорошенько затягиваем самостоятельно. Потом делаем еще один узел и прячем внутри сердечко. На этом наш мастер-класс подошел к концу. Спасибо всем за внимание, за лайки и положительные комментарии.